В чем странность очень богатых людей? Почему Марк Цукерберг, который может себе позволить покупать хоть по 3 Роллс-Ройса в день, носит футболки дешевле твоих? И почему Уоррен Баффет, один из самых богатейших людей на планете, живет в доме, который стоит дешевле квартиры на окраине Москвы? Что это? Жадность? Или, может быть, они знают что-то, чего не знаем мы? Сегодня я докажу тебе, что чем беднее ты выглядишь, тем богаче ты становишься. У меня есть 5 причин, почему такая стратегия работает идеально. Если досмотришь это видео до конца, обещаю, твое отношение к деньгам поменяется навсегда. Меня зовут Иван, и мы начинаем. В чем самая главная ловушка дорогих вещей? Они всегда требуют еще больше денег. Не веришь? Сейчас я тебе покажу. Допустим, тебе прямо сейчас подарили новенький Rolls-Royce. Ты в восторге. Красивые фото в Инстаграм, завистливые взгляды соседей и гордость от того, что ты за рулем одного из самых роскошных авто на планете. Но проходит пару месяцев, и ты понимаешь, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Страховка для такого авто стоит от 250 до 300 тысяч рублей в год. И это если ты аккуратный водитель. Каждая заправка обойдется минимум 8-10 тысяч рублей, потому что Rolls-Royce ест только премиальный бензин, причем довольно много. Если вдруг надо поменять резину, готовь сразу 500 000 рублей за комплект. ТО и простое обслуживание каждый год съедает легко еще 150-200 тысяч. А если что-то серьезно сломается, то придется ждать запчасти месяцами. И стоимость ремонта легко пробьет потолок в 500 000 рублей. И вот ты уже начинаешь думать, может быть, лучше бы я ездил на обычной машине. И что самое абсурдное, ты даже не покупал эту машину сам. Тебе ее подарили. Представь, сколько денег ты бы потратил, если бы покупал ее за свои. Такой сценарий психологи давно называют эффектом Дидро. Это когда одна дорогая вещь буквально заставляет тебя тратить деньги на еще больше вещей, чтобы соответствовать ее уровню. Когда французскому философу Дени Дидро подарили их дорогой халат, он неожиданно понял, что вся его мебель и одежда на фоне халата выглядит слишком дешево. В итоге он обновил все свое имущество и влез в огромные долги. Хочешь современный пример? Вспомни, как это происходит с покупкой нового айфона. Купил айфон за 120 тысяч рублей и сразу понял, что чехол нужен не за 300 рублей, а хотя бы за 3000. Потом наушники под стать, потом подписка Apple Music, чтобы соответствовать статусу. И вот незаметно для себя ты уже потратил еще 30 тысяч просто так. Когда ты выбираешь более простую жизнь, у тебя не возникает таких проблем. Скромность делает тебя свободным от бесконечной гонки расходов. А значит, богаче. Второй аргумент в пользу скромного образа жизни настолько прост, что его даже неловко объяснять. Чем меньше ты тратишь на ненужные вещи, тем быстрее становишься богатым. Просто, да? Но почему-то большинство людей это игнорируют. Давай я покажу тебе на конкретных цифрах. Допустим, ты постоянно покупаешь что-то модное и новое. Новенькие кроссовки за 30 тысяч рублей, куртка за 50 тысяч, iPhone за 120 тысяч рублей, хотя твой старый прекрасно работает. Итого, за 1 год такие привычки могут легко съесть 500-600 тысяч рублей. Теперь давай представим альтернативный вариант. Вместо того, чтобы гнаться за новыми айфонами, ты спокойно пользуешься прежним телефоном еще пару лет. Кроссовки берешь не за 30 тысяч, а за 5-7 тысяч рублей. И вместо дорогой брендовой одежды выбираешь качественные, но простые вещи. В результате ты спокойно экономишь по 50 тысяч рублей в месяц. В год это уже 600 тысяч рублей. А теперь представь, если эти деньги не просто положить под матрас, а грамотно инвестировать, например, в акции крупных компаний или индексные фонды на Мосбирже. Даже при консервативном подходе через 20 лет у тебя будет несколько миллионов рублей. Это реальные деньги, которые сделают тебя финансово свободным, а не просто человеком с айфоном последней модели. Покупка дорогих вещей – это как
заказывать еду в дорогом ресторане, просто чтобы сделать красивое фото в Инстаграм. Один лайк, а денег больше нет. Скромная жизнь — это домашняя кухня. Вкусно, просто и не приводит к банкротству. Сейчас будет самый важный момент, особенно если у тебя много друзей или знакомых. Привет! Перед тем, как мы продолжим видео, можешь мне сделать одолжение? Подпишись на канал Иван Субботин прямо сейчас. Я буду тебе очень благодарен. Сейчас у меня 4700 подписчиков, и я поставил амбициозную цель — достичь 100 тысяч к концу этого года. Если тебе нравится, что мы с командой делаем, и ты согласен с комментариями, что канал Иван Субботин один из самых недооцененных каналов на YouTube, тогда, пожалуйста, помоги нам. Помоги подняться в алгоритмах и подпишись прямо сейчас. Огромное спасибо. Когда ты пытаешься выглядеть богаче, чем есть на самом деле, ты начинаешь привлекать не тех людей. Как это работает? Расскажу тебе реальную историю из моей жизни. Несколько лет назад я оказался в компании знакомых, где главным был парень по имени Алексей. Имя, конечно, изменено. Алексей обожал выставлять на показ свои дорогие часы, брендовые вещи и постоянно тратил огромные суммы в дорогих клубах. Как-то раз он предложил нам пойти с ним на вечер в клуб и ресторан, где с каждого человека потребовалось бы по 40 тысяч рублей. Я, естественно, отказался. Денег было мало, да и я этого не хотел. Но кое-кто согласился, чтобы не отставать от Алексея. В итоге эти люди потратили крупную сумму денег просто на один вечер, пытаясь произвести впечатление на человека, которому было плевать на их личности. Ему было важно только количество рублей на их банковских счетах. Если ты показываешь свое богатство, будь готов к тому, что к тебе будут тянуться такие Алексеи. Люди, которым ты интересен только до тех пор, пока у тебя есть деньги. Знаешь, я и сам проходил через это. Когда я только начинал свою карьеру маркетологом, мне казалось, что статус и внешние атрибуты успеха имеют огромное значение. Я тратил практически все заработанное на дорогие гаджеты и походы в престижные заведения, просто чтобы не отставать от окружения и соответствовать выдуманным стандартам успеха. А потом я наткнулся на интересную книгу, называется «Мой сосед-миллионер». Я, кстати, уже о ней упоминал. Автор там привел любопытный факт. Среди людей, которые чаще всего тратят больше, чем зарабатывают, особенно много маркетологов, юристов, пиарщиков и других специалистов, живущих в крупных городах. Но почему? Потому что мы вынуждены постоянно покупать дорогостоящие игрушки, чтобы выглядеть солидно в глазах клиентов и партнеров. Хотя им на это абсолютно похуй. В итоге это превращается в бесконечную гонку, которая отбирает деньги, нервы и силы. Когда я это осознал, я перестал стремиться выглядеть дороже, чем на самом деле зарабатываю. И знаешь что? Мои доходы и накопления начали расти гораздо быстрее, чем раньше, когда я активно создавал видимость успеха. Если ты выбираешь скромную жизнь, то окружаешь себя теми, кто ценит тебя самого, твою личность, твои мысли, идеи и характер. Ведь истинные друзья появляются не тогда, когда ты богат, а когда тебе нечего предложить, кроме своей дружбы. Задумайся прямо сейчас, сколько людей вокруг тебя настоящие, а сколько просто охотники за твоим кошельком. Кстати, есть еще один важный бонус. Почему выгодно выглядеть скромно? Когда ты не афишируешь свое богатство, ты автоматически снижаешь свой риск стать мишенью для преступников. Ты наверняка слышал истории блогеров, знаменитостей и бизнесменов, которые демонстрировали богатство в соцсетях, дорогие машины, дома, украшения, а потом становились жертвами ограблений, мошенничества и даже похищений. Теперь сравни это с теми, кто живет максимально скромно, даже будучи миллиардерами. Их не видно, и они не мелькают в скандалах. Их жизнь протекает спокойно и безопасно. Когда ты живешь скромно, тебе не нужно постоянно оглядываться через плечо, переживая, кто именно смотрит на твои часы за 500 000 рублей. И поверь, такое спокойствие стоит гораздо дороже, чем любой бренд. Когда ты перестаешь гнаться за роскошью, происходит удивительная вещь. Ты начинаешь ценить обычные вещи, которые есть у тебя прямо сейчас. Давай я тебе объясню, почему это так важно. Есть интересная штука, которая называется гедонистическая адаптация. Если объяснить просто, это когда человек привыкает к абсолютно всему, и хорошему, и плохому. Ты когда-нибудь замечал, как быстро проходит восторг от покупки нового смартфона или новой машины? Пару месяцев, и все счастье пропадает, хотя вещь-то осталась. Самый яркий пример — знаменитое исследование людей, выигравших в лотерею. Ученые выяснили,
выяснили, что уже через несколько месяцев после выигрыша люди возвращались к своему прежнему уровню счастья. Да, вначале они радовались и думали, что жизнь изменилась навсегда. Но через короткое время эти миллионы становились привычными, а вместе с ними исчезала эйфория. Ты сам можешь вспомнить из детства. Покупаешь новую игрушку, радуешься пару недель, а потом она валяется где-то под кроватью. Но вспомни свои чувства, когда находишь ее снова, спустя год. Вот тогда-то ты понимаешь ее ценность гораздо сильнее. Когда ты сознательно перестаешь покупать все подряд, ты больше замечаешь и ценишь вещи, которые действительно важны. Свое здоровье, семью, друзей, просто возможность проснуться утром или выпить чашечку горячего кофе. Кстати, я подробно рассказывал об этом в своем видео «От бомжа до миллиардера» за 20 минут. Там я показывал, как меняются наши представления о счастье на каждом уровне богатства. И вывод всегда один. Деньги хороши до тех пор, пока вы умеете ими наслаждаться, а не просто гоняться за ними. Сейчас я покажу тебе очень простой способ быстрее стать финансово свободным. Чем ниже твои расходы, тем быстрее ты сможешь больше не зависеть от денег вообще. Есть такое понятие правило 4%. Для того, чтобы полностью перестать работать и жить на пассивный доход от инвестиций, нужно накопить сумму, равную твоим ежегодным расходам, умноженным на 25. Давай разберем конкретный пример. Если твои ежегодные расходы составляют, скажем, 1 миллион рублей в год, а это примерно 83 тысячи рублей в месяц, то для финансовой свободы тебе потребуется накопить 25 миллионов рублей. Но если твои расходы вдвое больше, скажем, 2 миллиона рублей в год, примерно 160 тысяч в месяц, то тебе уже нужно целых 50 миллионов рублей. Разница огромная, верно? Чем меньше ты тратишь, тем легче и быстрее ты достигаешь своей цели. И, кстати, одним из признаков того, что ты будешь финансово успешным, является твоя способность жить без долгов. Средняя задолженность обычного человека по кредитам уже достигла 350 тысяч рублей. Многие из нас буквально сидят на кредитной игле, пытаясь выглядеть богаче, чем на самом деле есть. Но скромность и низкие расходы помогают легко избавиться от долгов. Вместо того, чтобы платить банкам проценты, ты будешь накапливать деньги и инвестировать в себя. Если тебе интересно глубже изучить эту тему, то обязательно посмотри еще один мой ролик «5 уровней богатства» и как живут сверхбогатые. Там я подробно рассказал, как люди живут на разных уровнях достатка и сколько реально нужно денег для счастья и комфорта. Ну что, теперь ты видишь, почему богатейшие люди мира не боятся выглядеть бедными. Скромность — это не признак слабости или скупости. Это признак финансового ума и правильного отношения к деньгам. Когда ты перестаешь пытаться казаться богаче других, ты наконец-то начнешь жить богаче других. Не вещами, а свободой, безопасностью и настоящим счастьем. Чтобы полностью закрепить эту идею, посмотри, пожалуйста, прямо сейчас вот этот плейлист. Я обещаю тебе, после этих видео ты навсегда изменишь свое отношение к деньгам. Увидимся в следующем видео.